Мы сегодня к вам опять с распаковочкой. Кто любит, не любит, все равно подписывайтесь. Первое. Вот такая красавица. Великолепная чашечка и маленькая тарелочка. Это мока-пара в очень красивом декоре. На белом фоне золото. Ничего лишнего, никаких лишних цветов. Только фарфор и золотой декор. И сегодня у нас именно распаковочка вот в таком стиле. Фарфор и золото. Это мока-пара от одной из самых наших любимых немецких мануфактур Алька Кунст. Фабрика, которая была основана в 1872 году. И вот эта мока-пара, которую мы называем принцесска. Смотрите, какая она изумительная. Рифленые стеночки и основа чашечки, как будто перевернутая корона. Внутри полузолотое крытье и эффектный декор в стиле барокко, как будто букет цветов из рога изобилия. Золотое полунутро. Красоточка мока-пара. Сейчас мы ее Красиво установим. Да. Полюбуемся на тарелочку. Стоит? Стоит. Великолепно. И чашечка. Но от Альки Кунст у нас не одна мока-пара, есть еще другая. Разворачиваем, разворачиваем. Которую мы называем золотой лист. Здесь уже другая форма, уже более минималистичная, с острой ручкой. По клейму это 1956-1960 годы. И само оформление очень интересное. Золотой лист на крытье оттенка шартрез. Шартрез – это название от французского ликера, который придумали монахи-картезианцы в 1605 году. Сам цвет шартрез – это такой оттенок желто-зеленого. И здесь он очень пастельный, такой выбеленный. Очень редкий цвет в фарфоре. А сейчас посмотрим тарелочку. И тарелочка уже летит, Кадр. подбегает. Вот такая тарелочка, здесь уже кругленькая. Если у принцесски форма тарелки, нельзя сказать, что она квадратная, но она все равно с какими-то вот волнами идет. А тарелочка во второй мока-паре уже классическая, кругленькая. Вот такие красотки. У нас скоро выйдет продолжение нашего любимого сериала «Красотки мока-двойки». Первой серии этого сериала вы можете посмотреть в плейлисте. Он так и называется «Красотки мока-двойки». А мы распаковываем дальше. Полюбовались на мока-пары и вуаля, трио. А это у нас уже вот такая красавица-чашечка. Трио в цвете слоновой кости или айвори. Вот давайте полюбуемся и посмотрим клеймо. Что это у нас? А это у нас Hutchenreuther. Более того, Hutchenreuther Kunstabteilung Paul Müller. И давайте вспомним, что это за фабрики. Торговая марка
Hutchenreuter – это всегда фарфор с высокой полки. Высокое качество, элегантность и роскошь. Считается элитной маркой. Фабрика Hutchenreuter была основана молодым художником-фарфористом Карлом Магнусом Hutchenreuterом. И тут такая интересная история. Карл Магнус Hutchenreuter был 15-м ребенком в семье. Вы только представьте себе. Его отец был владельцем и по совместительству художником по фарфору одной из старейших фарфоровых фабрик Германии, фабрики в Валлендорфе. И семейные обязанности молодого Карла Магнуса состояли в том, чтобы продвигать и продавать фарфор в восточной части Баварии и прилегающих чешских землях. Но тут вмешался Его Величество случай, и молодой человек познакомился с девушкой, а ее отец оказался лесничим. Он увидел, что Карл Магнус заинтересован фарфором, хорошо разбирается в фарфоре, и показал ему залежи местной белой глины. И это сыграло свою роль. И появилась вот такая великолепная, одна из самых известнейших мануфактур Hutchenreuter. В 1814 году Карл Магнус Hutchenreuter основал фабрику. Когда мы увидели это трио на одной из барахолочек, оно нас очаровало своей формой и элегантной простотой. Казалось бы, просто ivory, оттенок слоновой кости или топленого молока. И так говорят. Совершенно верно. Но очень нежный декор. Посмотрите, такие перышки, внутри чашечки, солнышко, цветочек. Или звезда. И сама форма и ручки очень красивая. Кстати, обратите внимание, на верхней части ручки орнамент акант. Один из самых любимых орнаментов в искусстве. Это, кстати, символ плодородия. Вот так вот. И красивые тарелки, тоже в интересной форме, с такими различными овалами. Очень изысканная и элегантная. Ничего лишнего, никакой вычурности, а вот такая достойная роскошь. Форма этого трио нам напоминает элегантную барышню в платье с кринолинами, которая вот собирается или уже пришла на бал. Как вы думаете, похоже? И давайте еще раз подробнее посмотрим клеймо. Hutchenreuter, Abteilung Paul Müller. Отделение Пауль Мюллер. Фабрика Пауля Мюллера была основана в 1890 году, очень активно развивалась, и в 1917 году была поглощена Hutchenreuterом, но не потеряла свою независимость и работала как независимое отделение. Это очень редко было в то время, потому что если поглощалась какая-то фабрика, то уже клеймо не ставилось. Это клеймо 1928-1943 года. За счет того, что здесь присутствие в декоре золота, мы предполагаем, что, конечно, это трио было сделано до Второй мировой войны. И еще такая интересная информация о Пауле Мюллере.
что с 1918 года и до Второй мировой войны на фабрике работала, на подразделении Пауль Мюллер работало более 70 художников и было создано более 2000 проектов. Вазы, скульптуры, статуэтки, сервизы в разных стилях, от ар-деко до классицизма. Ух ты, представляете? Редко какая фабрика может похвастаться тем, что в ее штате находится 70 художников. Великолепный результат. Фабрика Алька Кунст в 1970 году сменила торговое название на Кайзер. Это было маркетинговое решение. И существует фабрика до сих пор. Так же, как и существует фабрика Хученройтер, сейчас входит в концерн Розенталь. А у нас продолжается распаковочка. Посмотрим, что же будет у нас следующее. Продолжение золотого декора в фарфоре. Вот такой красивый, роскошный набор. Комплект. Для десертов. Можно не только десерты, но и, например, какие-то закусочки, оливочки. Вот такая красота. Это у нас будет от фабрики Райхенбах. Эта фарфоровая мануфактура была создана в 1900 году. В 1918 году была выкуплена семейством Карстенсов. И это самый легендарный период для фабрики. Кроме Райхенбах, семейству Карстенсов принадлежал еще и Ваймар, и легендарная фабрика из Силезии Зарау, которая была, к сожалению, уничтожена в 1944 году, не пережила Вторую мировую войну. О этой легендарной фабрике Зарау у нас есть видео, ссылочку оставим в описании. Но вернемся к Райхенбах. Посмотрите, в каком чудесном состоянии, прекрасное состояние, находится этот комплект. Все золото сохранилось великолепно. Как будто только вышло из-под руки мастера. Золото наносится руками. Это ручная работа. И очень красивый, нежный декор. Розы. Розы в таких ракайлях. Очень красивый, элегантный узор. Очень чудесно будет смотреться на столе. Да, особенно когда гостей пригласить. И вот такое золото. И что особенно ценно в этом комплекте, он полный. Большая предлагающая тарелка. Смотрите, интересная форма и даже намек на ручки. И 6, все 6 маленьких тарелочек, блюдец, как их лучше назвать, все 6 сохранились в идеальном состоянии. Такое бывает крайне редко. Да, как правило, со временем теряется. И остается либо только отдельно блюдо, либо маленькие тарелки, причем там 2 или 3 штучки. А тут все 6. Красивый узор в стиле рококо, розы и ракайли. Вот такой эффектный вариант. К сожалению, фабрика Райхенбах в 2019 году прекратила свою работу из-за финансовых проблем, а в 2020 уже окончательно перестала существовать. Вот симпатичные такие тарелочки детишки
малыши, идите к мамочке. Поставим вас сюда. Так, сдвинем в стороночку этот наш набор. И у нас будет еще продолжение. Что же еще мы подготовили в этой распаковочке? Я требую продолжения банкета. Именно. Ждем. Наше золотистое очарование продолжается в этой тарелочке. Ой, какой цветочек чудесный. Ну, вообще очень красиво. Посмотрите, эффектная цировка. Такими перышками и полуцветочками. В центре, опять же, золотой цветок. И как он переливается по-разному, и по-разному смотрится золото. От того, как свет падает. У нас немножечко пасмурно. А представляете, как было бы... О, вот чуть так попало солнышко, и вообще красота. А сама форма тарелочки такими выступами, которые, если приглядеться, это же опять лист акантуса. Видите, как любят этот декор в искусстве. Давайте посмотрим, что это у нас за тарелочка. Диаметром 19 сантиметров и глубиной 3 сантиметра. Клеймо, и это Шуманюсик. Шуман, клеймо около 1945 года. Конечно, смотрите, люди после войны, после Второй мировой стосковались по красивым вещам, по роскоши, по цветам и вот создали такую красоту. И по радости, потому что когда солнышко падает на фарфор, сразу поднимается настроение. И что мы хотим вам сказать? Это же безобразие. Фабрика Шуман, которая была основана в 1881 году, тоже не пережила финансовые сложности и закрылась, объявила себя банкротом в 1994 году. И поэтому наслаждаемся этой красотой, которую сейчас мы видим. Которую сохранили. И последний наш сегодня лот, последняя интересная фарфоровая вещица. Минуточку, я все сейчас распакую. Это, на удивление, затесалась к нам. Как вы думаете, кто? Покажем клеймо. Среди немецкого фарфора затесалась англичаночка. Мануфактура Энсли. Сейчас мы ее внимательно рассмотрим. А пока перспектива. Вот такая красота у нас сегодня в распаковочке. И это трио. Костяной фарфор белого цвета в стиле арт-деко. Очень интересный декор, такой шахматками. И центральный узор, такой цветочек. И обратите внимание, тычиночки. Это точечки, нарисованные, ручная работа. Такой оттенок мяты. И какая красивая ручка. Опять же. Опять акант. Посмотрите, это не облезшее золото, это лист аканта. Да, вот такой интересный вариант. И если у немцев тарелочки были плоские, то эта тарелочка, видите, маленькое блюдце, уже такое более глубокое. То есть десертная тарелочка плоская, а маленькое блюдце, оно получается более вогнутое. Так более правильно будет сказать.
И давайте еще так детально посмотрим клеймо, что у нас тут. Established, основано в 1775 году, Ainsley, Fine English Bone China, превосходный английский костяной фарфор. Не забываем, China по-английски это не только страна Китай, а еще и фарфор. И золотыми буквами внизу написано название декора. Бельмонт. Это деревня в графстве Ланкашир. По клейму. Клеймо ставилось после 1939 года. Посмотрите, какое изящество. Давайте еще полюбуемся. Очень красивое трио. Сразу нам понравилось. Очень такое эффектное, элегантное. Фабрика Энсли, вы видели, на клейме написано, была образована в 1775 году и тоже закрыта в 2015. Получается, что вот из всех этих красоток сейчас остались работать только Алечка Кунст, Алька Кунст, которая сейчас называется Кайзер, и Хутченройтер. А вы пишите нам в комментариях, кто вам понравился больше всего. Вот такая красота. Скоро у нас продолжение распаковок, продолжение сериала «Красотки Мока Двоечки». Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. А сегодня в распаковке были Алька Кунст, Хутченройтер, Шуман, Райхенбах, это все немецкие фабрики, и одна английская мануфактура Энсли. До новых встреч! Пока!